Всем привет! Сегодня мы будем создавать вот этого монстра и сделаем полноценную инструкцию Лего. Специально выбрал модель, в котором не так много цветов, чтобы больше акцентироваться на том, как нужно делать инструкцию, так, чтобы было понятно потенциальному клиенту, как ее собирать. Давайте начнем. Для того, чтобы сделать инструкцию, необходимо изучить панель Step List. Там снизу мы видим, что есть шаги. Мы можем добавлять шаги и можем их добавлять сколько угодно много. Каждый раз, когда мы добавляем детальку, новые детальки добавляются в конец первого шага. Сейчас нам необходимо пошагово строить робота так, как будто мы это делаем по инструкции. Возьмем Plate 2х4, установим где-нибудь по центру, закрасим его в цвет Dark Bluish Gray и перейдем к следующему шагу. Нажав на Add Step, далее нам нужна деталька с кодом 3700. Устанавливаем ее сюда и сюда. Поставим сборку модели под таким углом, чтобы было удобно смотреть. Эти детальки тоже будут цвета Dark Bluish Gray. Перейдем к следующему шагу. Снова поставим Plate 4х2. Просто скопировав его. Обратите внимание, что когда я скопировал и добавил новую детальку, она также добавилась в конец нашего вот этого списка. То есть получается на третьем шаге появилась новая деталька. Еще раз добавляем новый шаг. Возьмем Plate 1х2, поставим сюда. Цвет будет Light Bluish Gray. Далее нам нужна деталька 14704. Поставим ее сюда. Тоже цвета Light Bluish Gray. Нажимаем Add Step. Следующая деталька с кодом 11215. Тоже цвета Light Bluish Gray. Новый шаг создаем. Далее у нас два кирпичика с кодом детальки 2877. Нужно их расположить так, чтобы ребрышки были вертикальны. Следующая деталь с кодом 3937. Цвета Dark Bluish Gray. И тут я замечаю, что пропустил детальку. Сюда нужно было сначала поставить Plate 1х2. И что же делать? Нужно было поставить на предыдущем шаге. И получается, если я добавляю этот Plate сюда, то мы видим, что Plate добавился в конец шестого шага. Но нужно было его добавить на пятом. Ничего страшного в этом нет. Мы просто переносим этот Plate на пятый шаг. Захватываем левой клавишей мыши, переносим на шаг выше. Также можно делать наоборот. То есть, если мы долго-долго делали без создания новых шагов, допустим, забыли создавать новые шаги, можно создать сразу несколько шагов и потом туда переносить новые детальки. Я случайно выделил сейчас пятый шаг и при выделенном пятом шаге нажал Add Step. И получается новый шаг, шаг 6, у меня появился между пятым и теперь уже седьмым шагом. Нам он не нужен. Мы его удалим, добавляем новый шаг. На седьмом шаге нам по сути нужно придумать свою детальку из двух уже существующих. Возьмем деталь с кодом 21445, добавим ее сюда. Также возьмем деталь с кодом 85984, добавим ее сюда. Это у нас Dark Bluish Gray, это просто Black. Объединим эти две детальки с помощью специальной возможности объединять в подмодели. Правой клавишей мыши щелкаем на две выделенные детальки. Выбираем здесь Submodel, нажимаем Create. Пускай это будет наш горбик, поэтому мы назовем эту подмодель Hump. Для чего это нужно было сделать, я объясню чуть позже. Теперь добавляем еще одну детальку с кодом 30363, Dark Bluish Gray. Создаем новый шаг. Ищем деталь с кодом 6134. Поставлю ее сейчас отдельно. Соберу, а потом поставлю на свое место. Также мне понадобится деталь с кодовым именем 15712. Поставим их 4 штуки. И тут внимание с шагами. Нужно, главное, не перепутать. Сначала закрасим в нужные цвета. Пускай это будут черные. Располагаться они должны будут вот так. Цвет платформы будет светло-серый. Внимание с шагами. Во-первых, вот это вот так называемый хвост. Давайте мы это объединим в подмодель. Назовем его хвост. И этот хвост нужно сделать несколько шагов. Дважды заходим в хвост для того, чтобы редактировать эту модель. И обратите внимание, в нашей панельке теперь хвост редактируется. Как бы здесь папочка с именем хвост открытая. И тут также появляются шаги. Мы добавляем второй шаг. И во второй шаг добавим все вот эти детальки. Выделим их и переносим во второй шаг. Все, теперь у нас эта поддеталька будет делаться в два шага. Первый шаг это добавление платформы и вот этой детальки. Второй шаг добавление вот этих трех деталей. Для более подробного
пояснение потом в инструкции. Дважды щелкаем на пустое пространство для того, чтобы выйти из редактирования под модели. Теперь нам нужно эту модель поставить сюда. Для начала развернем. Теперь повернем. На 90 градусов повернем. Поставим эту модельку сюда. Теперь также начнем разворачивать, так, чтобы у нас не касалось. На 330 градусов получилось сделать. Так оставим. Следующий шаг. Нам уже нужно будет добавить снизу нашего робота дополнительные детальки. Для удобства пока развернем робота и будем добавлять сюда следующие детальки. Код их 18677. Поставим детальку сюда и сюда. Они у нас светло-серые. Light Bluish Gray. На следующем шаге будем использовать детальки с кодом 2780. Это стандартные техник пины. Они должны быть черного цвета. Поставим их сюда, сюда, сюда и сюда. Должны быть они черного цвета. Перекрасим в черный. Обратите внимание, я снова забыл сделать шаг. Но ничего страшного в этом нет. Я добавляю новый шаг и все 4 пина перетаскиваю в следующий шаг. Теперь мне снова нужна платформа с айдишником 6134. Разворачиваем ее вверх ногами. Ставим сюда. Она также светло-серого цвета. Для того, чтобы сделать ноги, как в инструкциях, то есть сделали одну, там написано, что таких нужно сделать 2, и по отдельным шагам строятся ноги. Сначала построим задние ноги, потом передние. Напоминаю, что задняя часть у нас находится вот здесь. И давайте начнем строить ноги. Нам понадобится также вот эта деталька. Скопируем ее, развернем для удобства постройки. Еще нам понадобится деталька с кодом 60478. Поставим ее сверху, темно-серая. Далее понадобится деталька 11477. Поставим ее сюда. Теперь нам понадобится две детальки. Одна с кодом 15712. Посмотрим в эту сторону, развернем от себя, поставим. Закрасим светлый цвет, светло-серый цвет. И еще для основания ноги нам понадобится деталька с кодом 4740. Это вот такой радар. Поставим сюда. Сделаем темного серого цвета. Объединим вот это всю ногу в подмодель. Выбираем Submodel, Create и называем задняя нога, Back Leg. Теперь нам нужно Back Leg сделать из нескольких шагов, в частности из 4, поэтому я сразу добавляю 3 шага. При первом шаге у нас будет добавлена только вот эта часть. При втором шаге вот это. При третьем шаге будет добавлено вот это. А при четвертом две вот эти детальки. Таким образом, эта нога у меня будет строиться в 4 шага. Выхожу из редактирования этой ноги. Теперь разверну ее, смотря на нее с этой стороны, на себя. И подключу с этой стороны. Нужно только развернуть так, чтобы нога смотрела вперед. Вперед у нас с другой стороны. Поэтому повернем детальку, поставим на свое место, скопируем и поставим сюда. Тут нужно вспомнить, что мы промахнулись шагами. Создаем еще 2 шага. Ножки мы добавляем в последний шаг, 12. А вот эту платформочку, которая на пузе нашего робота, добавляем в 11 шаг. Создаем сразу новый шаг, на котором у нас будет добавлена передняя нога. Создаем новую ногу рядом. Нам нужна будет деталька 92280. Ставим ее сюда. Разворачиваем в нашу сторону. Ищем детальку с кодом 54200. Разворачиваем ее, как в инструкции. Закрасим сразу эти цвета. Платформу светло-серый, а
вот этот тайлик в темно-серый. Теперь для того, чтобы сразу строить ногу с шагами, возьмем, объединим эти две детальки в подмодель, которая назовется у нас передняя нога, front leg. Обратите внимание, я когда обзывал заднюю ногу, случайно ее назвал неправильно. Вместо leg написал lag, и давайте это исправим. Это сделать несложно. Нажимаем правой клавишей Rename. Вместо А ставим И. Нажимаем ОК. Здесь нас спросят, как мы будем редактировать название. Я говорю, нет, редактируем все названия. Окей? И мы видим, что у нас все названия отредактировались. Так, теперь нам нужно создавать шаги вот для передней ноги. Уже две детальки есть. Только объединив две детальки, мы можем начать делать подмодель. Теперь у нас подмодель есть. Дважды щелкаем в эту подмодель. Создаем в этой подмодели шаг. И дальше идем по инструкции. Нам нужны теперь еще две детальки. Одна с кодовым именем 18649. Другая с кодовым именем 61409. Ставим ее вот так. Проверяем в инструкции. Нужно было вверх ногами поставить. Теперь задаем цвета. Это светлый, это темный. Делаем новый шаг. Добавляем деталь 63868. Ставим сюда, но нужно ее развернуть. Вот таким образом. Развернули. Повернуть на себя. И здесь нужно повернуть на 20 градусов. 20 градусов я уже заранее посчитал. Так, 90. 110. Все, цвета она будет у нас темного, темно-серого. И последний штришок. Нам нужно взять детальку 18677. Эти номера я тоже узнал заранее. Вот теперь у нас небольшая проблемка. Необходимо на кривое с углом подключить детальку, подсоединить. Это сделать несложно. Нужно немножко повернуть так, как нам нужно, и просто подсоединить. Программа за нас делает все остальное. Все, на этом у нас панелька сделана. Разве что она должна была быть в 4 шага, поэтому мы добавляем еще один шаг и последнюю детальку перекидываем вниз. На этом заканчиваем редактирование нашей ноги. И нужно теперь эту ногу подключить. Подключить, чтобы ногу, нужно ее развернуть. Теперь она смотрит вперед, так как нам надо. Ставим ее сюда, копируем и ставим сюда. Обратите внимание, угол был подобран таким образом, чтобы ноги были выставлены вровень. Ну и последнее действие, которое нам нужно сделать, это создать голову. Объединяем, выделяем все детальки, поворачиваем и доделываем голову. Голову сделаем также отдельно. Сделаем ее как отдельную деталь, тоже с 4 шагами, и потом просто подсоединим вот к этой детальке. Нам нужна деталь 52107. Обратите внимание, если бы эта деталь была расположена вот так, было бы не очень понятно, сзади нее есть еще пупырышки или нет. Если вы вдруг сомневаетесь, всегда можно схватить любую детальку правой клавишей мыши и посмотреть, как она выглядит со всех сторон, не вытаскивая ее на рабочий стол. Так, мы убедились, что нам нужна именно эта деталька. Вытащим ее сюда, поставим. И дальше начнем собирать голову. Так, она светло-серого цвета. Далее нам нужно два плейта 1 на 1. Один будет красный, прозрачный, другой просто серенький. Так, это у нас темно-серый, а это красный прозрачный. Прозрачный у нас со словом транс начинается. Транс red. Нашли, поставили. Вспоминаем про то, что у нас это голова. То есть нам нужно объединить это в подмодель, назвать ее голова. Создать новый шаг, потому что голова у нас будет в новом шаге. Начать редактировать голову. Теперь в голове у нас сразу создаем 3 шага. Во второй шаг добавляем эти два новых плейта. А в третий шаг мы добавляем детальку с кодом 22890. Делаем ее темно-серого цвета. И остаются последние штришки. Нам нужно добавить два крылышка. Новый шаг. Выделяем Step 4.
И крылышки у нас будут следующих кодов. 24307, крылышко сюда. И еще одно крылышко 24299. Почему кодовые номера совсем не рядом? Точнее сказать, рядом, но не совсем. Непонятно. Так решили производители этого приложения. Темно-серого цвета наши крылышки. Теперь мы выходим из редактирования главы и подсоединяем ее на свое место. На этом у нас модель полностью готова, но теперь нам нужно подредактировать инструкцию. Для того, чтобы создать инструкцию, нам нужно нажать на кнопочку Instruction. Далее нажимаем кнопочку ОК. Можно также поставить галочку, чтобы больше у нас это окошко не всплывало. Мы видим, что мы сначала попадаем в панель управления шагов, но она нам не очень нужна, потому что все шаги мы можем редактировать, собственно, на самом рабочем столе. Нас интересует кнопочка Page Design, на которой мы будем и ориентироваться. Мне бы хотелось, чтобы все шаги выглядели так, как это у нас сделано в оригинальной инструкции. Например, вот это вот квадратное окошечко вспомогательное, оно выглядит очень допотопно. Хотелось бы, чтобы у нас здесь были скругления. Поэтому выберем наш шаг, нашу первую страницу. Выберем здесь Global Style вкладку. Во вкладке Global Style найдем вкладку Part List и выберем скругление нашего квадрата. Это у нас параметр радиус. Поставим его равным 10. Здесь появляется небольшое скругление. В принципе, в оригинальных инструкциях Lego скругление чуть больше, поэтому можно поставить чуть больше. Но мне нравится 10, поэтому я ставлю 10. Теперь обратите внимание, что на всех следующих инструкциях вот этот вот Parts List выглядит в виде скругленных углов. Прямоугольники со скругленными углами. Можно долистать до конца и увидеть, что они абсолютно везде со скругленными углами. Мне не нравится, что новые детальки, которые ставятся, они выделены вот так вот красным цветом. Я бы хотел это убрать. Захожу также в Global Style, нахожу, где у меня эта вкладочка, она называется New Part. Что-то там дальше сложно произносимое. И я просто ставлю Off. Теперь я вижу, что на новые детальки у нас добавляется без красного цвета. Прям как в оригинальной инструкции. Теперь в оригинальной инструкции нужно повернуть вот эту модель, первую, на 180 градусов, чтобы было похоже на оригинал. Нажимаем Change the View, разворачиваем это обратно и еще раз на 90 градусов. Теперь видно по оригинальной инструкции, как это выглядит. Первый шаг, второй шаг смотрим. Похоже на оригинальную инструкцию. Дальше проверяем. Вот на 7-м шаге уже есть различия. Здесь, во-первых, нужно развернуть эту детальку к нам лицом. Можно на самом деле объединить 7-й и 8-й шаг. Для этого нужно выбрать Change Layout и выбрать вот эту вот вкладочку 1.2. Нажать Apply. И у нас 7-й и 8-й шаг будут на одной странице. Чтобы у нас не заходила одна часть рисунка на другой, мы это поставим чуть ниже. Также можно подробнее объяснить человечку, который это будет строить, что мы поставили вот эту штучку сверху. По крайней мере, в оригинальном конструкторе так и сделано. То есть мы берем вот эту штуку, нажимаем клавишу Activate Buffer Exchange и нажимаем стрелку вверх. Выбираем вот эту стрелку, делаем ее красного цвета, набираем в параметре R 255, нажимаем Enter, стрелка становится красного цвета, немножко ее подправляем. Программа нам помогает выравнивать это так, чтобы было ровно по линии, чтобы эта стрелка не косила. Теперь можно объяснить нашему человеку, что вот эту деталь после соединения нужно поставить сюда. Выбираем кнопочку Insert, выбираем клавишу RAW, стрелочка, и ставим вот такую стрелочку, чтобы наш пользователь понимал, как именно нужно установить один объект относительно другого. Можно сделать посимпатичнее. Например, это поставить чуть пониже. И вот таким вот способом. Теперь точно понятно, что любой человечек, даже самый недогадливый, разберется, как это поставить. Перейдем к следующему шагу. Здесь начинается самое интересное. Во-первых, шаг 9, 10 и 11 мы объединим на одну страницу.
Выберем также Change Layout. Выберем 1, 2, 3 на одной странице, идущие по горизонтали. Жмем Apply. И видим, у нас тут наложение одной картинки на другую. Тут мы можем локально немножко отредактировать масштаб картинок. Выбираем в Model Size Scale и уменьшаем картинку. Эту можно поставить, наверное, вниз, вот таким образом. Да, действительно можно. Теперь возьмем вот эту детальку, также ее поставим чуть вверх, отредактируем в красный цвет стрелочку и сделаем ее вот таким образом. Нам теперь нужно объяснить, что мы вот эту штуку прикрепляем назад. Развернем нашу модельку. Поставим ближе к центру, так, чтобы ее полностью было видно. И также нарисуем стрелочку. Стрелочка готова. Поставим вот таким образом. И здесь тоже разместим так, чтобы получалось, что одно идет за другим. Все, теперь стало понятно. Единственное, что непонятно, что нужно было по отношению к этому шагу развернуть нашу основную конструкцию. Поэтому добавляем флип, стрелочки разворота, ставим их сюда по центру, нажимаем Shift для того, чтобы... Так, нет, нажимаем не Shift, а что мы нажимаем? Shift нажимаем для того, чтобы симметрично масштабировать наши стрелочки. В дальнейшем наши стрелочки, вот эти флиповские, пригодятся, именно этот размер. Для того, чтобы везде сохранить именно этот размер, я нажму Ctrl-C, и наш редактор страниц запомнит, что именно эти стрелочки, именно с таким размером мне нужно будет вставлять в следующие наши листы инструкций. Следующий шаг номер 20. Нам уже нужно развернуть робота вверх ногами. Поэтому мы его разворачиваем вот таким образом. И ставим центр. Ставим центр. Теперь мы добавляем еще раз вот этот значок, что нужно развернуть нашего робота. Оставляем, пускай его на этом месте, он всегда там будет появляться. И это символ наш ребенок, который будет искать, всегда будет искать его в этом месте. Таким образом, мы его уже научили, что нужно смотреть сюда и что нужно делать, когда появляется такой значок. Следующий шаг очень интересен, потому что плохо видно вот эту деталь. Нам нужно ее как-то выделить и показать, куда она вставляется. Также возьмем эту деталь, нажмем кнопочку, на которую уже нажимали. Это отодвинем чуть-чуть подальше, даже 2 раза нажмем на эту стрелочку. Сделаем ее красного цвета. Красного, потому что в инструкции тоже она была красного цвета. Поставим стрелочку сюда, уменьшим ее немножко и оставим вот таким образом. Теперь вроде стало понятнее, куда ее нужно втыкать и каким образом. Возьмем нашу получившуюся деталь, поставим в центр. К сожалению, все оставшиеся детали тоже приходится перетаскивать в центр. Но это не тяжело делать, сама программа нам помогает. Следующий шаг очень интересен, потому что мы строим ногу, мы помним, что ее строим в 4 этапа. Сразу возьмем и нажмем клавишу Change Layout и сделаем ее вот таким образом. Сверху первый шаг, снизу слева второй, потом справа наверху третий и внизу четвертый. Выберем эту конструкцию, нажмем кнопочку Apply, уменьшим масштаб нашей ноги и вообще ее развернем, как было в оригинальной инструкции, вот таким образом. Так, масштаб мы помним, там у нас был 55, но конкретно для этой инструкции он маловат, поэтому все-таки сделаем побольше, 80. Запомнили цифру 80. Теперь у нас строится эта конструкция. Тут она построена не так, как в инструкции. В принципе, хотя тоже понятно, но сделаем так, как в оригинальной инструкции. Развернем эту штуку таким вот образом. И видим, что у нас нога получилась теперь так, как нам это нужно. Единственное, что тут у нас немножко наезд картинки на саму модель. Поэтому поставим ее, эту модель, в середину. Это тоже, наверное, лучше поставить в середину для красоты. А это и так в середине стоит.
И я думаю, вот это немножко опустим вниз. Эту для симметрии с 18 шагом тоже опустим чуть-чуть вниз на глазок. И смотрим, что у нас получается внизу. Внизу у нас есть робот, к которому подключили задние ноги. Но не совсем понятно, как подключили. Опять же, следуя оригинальной инструкции, развернем нашего робота вверх ногами. Поставим его в центр. И с помощью стрелочек покажем, как именно эту ногу подключать, в какое именно место. Смотрим, что у нас робот в 14 шаге и в 19 шаге выглядит одинаково, только добавлены ноги. Поэтому здесь значок флипа, вот этот, ставить не нужно. Добавим стрелочку. Вот таким образом. Смотрит как бы стрелочка за границей, на границе страницы. И таким образом мы должны понимать, что нужно перелистнуть страницу, а с этой стороны у нас будет тоже стрелочка, которая идет вниз. Поставим ее приблизительно в то же самое место, где у нас была та стрелочка. Ориентируемся по фотографии, которая у нас есть слева, порядок наших страниц. Теперь эту стрелочку протянем чуть ниже, и нам нужно ее повернуть налево. Как это сделать? Нам нужна будет новая стрелка, но сначала эту стрелку, потом еще одну стрелку. Как-то выглядит некрасиво так делать. Поэтому мы возьмем и скажем, что конец этой стрелки будет выглядеть без стрелки. Просто выбрав вот здесь вот конец с помощью выпадающего списка. Тут много разных разновидностей. Также мы могли бы выбирать начало при необходимости. Добавляем еще одну стрелочку. Обратите внимание, я сначала беру за конец, добавляю ее сюда. Теперь стрелку поворачиваю сюда, так, чтобы ровно смотрела в том направлении, куда мне нужно. Теперь мне нужно точно такую же стрелочку поставить чуть выше, показав, что вторую ногу мы подключили точно так же. Я скопировал, поставил, воткнул стрелочку туда, куда нужно, немножко ее удлинил. И видим, что теперь смотрится все очень аккуратно. Дальше продолжаем точно такие же действия с другими ногами. Также аналогично поступаем с головой. Я тут вспомнил, что на этом шаге мы должны были сделать масштаб 80. Возвращаемся теперь обратно к голове. Наводим красоту. И тут я понимаю, что добавить голову к последнему шагу, показать стрелочкой, становится не так просто. И лучше будет, если мы возьмем и выберем для 25 шага вот такой порядок отображения значений. А для 29 выберем вот такой. И мне кажется, так становится гораздо понятнее. Продолжаем наводить красоту. Да, действительно, так стало понятнее. В данном случае отклоняемся от инструкции, потому что возможности нашей программы позволяют сделать именно таким образом. И, возможно, я не совсем согласен с оригинальной инструкцией, что нужно было поступить именно таким образом. Так, у нас теперь все закончилось. Все построено как положено. Разве что нужно было объяснить, что робота нужно повернуть. Поэтому возвращаемся к тому месту, где у нас был флип. И копируем его.
Копируется он в этом месте. Возможно, все-таки теперь действительно имело бы смысл сделать шаги вот таким образом. Но тут у нас очень узкий шаг. Сделаем вот так. Теперь стало красиво. Стрелочку только передвинем. То есть, в принципе, вот эти шаги можно редактировать так, как нам удобно. Наводим между шагами на полосу. У нас курсор теперь выглядит как стрелочка влево-вправо, и можно двигать эту линию, что очень удобно. Ставим теперь здесь разворот. Теперь, мне кажется, стало лучше. Теперь добавим в конец новый шаг. Он у нас не имеет никакого номера. Добавим сюда возможность просмотреть все шаги. Не очень красиво, что видно все названия кодов. Слишком много цифр. Кажется, что у нас это все перегружено. Поэтому зайдем в форматирование конкретно вот этого Bill of Materials шаблона. И здесь выберем не показывать номера конструкций. Также можно немножко подредактировать, каким образом у нас будут отображаться детальки. Можно выбрать вот rows в ряды, либо в столбцы. В принципе, и так хорошо и понятно. И на последнем шаге я считаю, что нужно добавить тот результат, который у нас получился. Точнее, это будет даже не шаг, а просто какая-то картинка с конечным результатом. Опять выбираем Insert, Image. Выбираем эту картинку, которую я заранее подготовил. И вставляем сюда. Эта картинка подготовлена с помощью нашей программы. Здесь у нас все зарендерено. Рендерить мы научимся чуть позже. В этом ничего сложного нет. Еще бы я добавил в начало, чтобы добавить нулевой шаг дополнения, можно выбрать New Page, и он добавится вперед. Либо можно было нажать сюда и выбрать Insert Page Before. Также, если у вас получилось сделать лишние белые страницы, можно их легко очень удалить, нажав правой клавишей мыши и Delete. Хочется сюда добавить какую-нибудь красивую картиночку, которую я тоже подготовил заранее. И теперь осталось завершить инструкцию для того, чтобы можно было ее распечатать или кому-нибудь отправить. Для этого нажимаем на зеленую кнопочку справа «Экспорт». Здесь, в принципе, можно не менять настройки. Главное выбрать, куда мы это сохраняем, и название файла. Например, назовем это «Инструкция». Нажимаем «Экспорт». Ждем, пока это загрузится. Небольшой тут глюк происходит. Исчезает процесс загрузки. Но если дождаться до конца, появляется такое вот окошечко. Если мы нажмем Close, мы просто продолжим работать в этой программе. Если нажмем Open the Folder, у нас появится папочка, в которой сохранилась эта инструкция. Откроем эту инструкцию и теперь сравним с оригинальной, как выглядела оригинальная инструкция. И вот, пожалуйста, к вашему вниманию, сравнению, как выглядит оригинальная инструкция. Вот шаги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и так далее. Тоже здесь развороты, что как подключается, видим. Также мы с вами немножко не доработали, не поставили вот эти вот шаги к подключению. Но это можно всегда доделать, это несложно. Это, собственно, что у нас получилось. Не так компактно, зато получилась даже небольшая книжечка. Итак, мы хотели четвертый шаг доделать. Заходим в программку, идем к четвертому шагу и вот это хотим поднять наверх. Нажимаем на вот эту кнопочку, нажимаем на стрелочку вверх, меняем цвет на красный и получаем примерно то же самое, что и было в оригинальной инструкции. И теперь, сохранившись, нажимаем «Экспорт» и получаем новый PDF-файлик. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам этот урок показался полезным. Всем спасибо. Всем пока.